В прошлом видео мы разобрали C и C++, китов, на которых стоит цифровая реальность. Они – эталон технической эффективности, но мы смотрим на вещи рационально. В 21 веке правила игры изменились. Если C – это ручная ковка клинка, то Python – промышленный 3D принтер. Он не делает деталь вечной, но он напечатает ее вам за час. Пока кузнец только разжигает горн. Сегодня разберем, почему медленный Python захватил мир. 1989 год. Голландия. Программист Гвидо ван Россум во время рождественских каникул решает создать язык, который будет максимально близок к человеческому мышлению. Он назвал его в честь шоу Монти Пайтон, заложив в ДНК языка иронию и простоту. Гвидо верил, код читается чаще, чем пишется. Он создал инструмент, который убрал барьер между идеей инженера и ее реализацией. В мире C вы воюете с синтаксисом, в мире Python вы просто описываете задачу. Но почему такая простота победила? Потому что мы живем в эпоху маркетинга, а не чистой инженерии. Рынок диктует условия. Time to market. Быть первым важнее, чем быть идеальным. Вспомните автомобили. Старые модели были эталоном надежности и ремонтопригодности. Вы могли перебрать двигатель в гараже, и он служил десятилетиями. Современные авто – это сложные гаджеты, которые проще заменить, чем чинить. То же самое в софте. Мы потеряли глубину контроля над памятью и возможного точного ремонта каждой инструкции. Мы выиграли в скорости. Маркетингу нужен результат вчера, и Python единственный, кто успевает за этим темпом. Парадокс в том, что Python медленный, только на бумаге. Весь тяжелый расчетный код, нейросети, обработки видео, математика, все равно написан на C. Python здесь выступает в роли диспетчера. Он дает нам удобные рычаги управления мощными двигателями. Библиотеки, вроде NumPy или TensorFlow, позволяют инженеру использовать мощь суперкомпьютеров, не выходя из зоны комфорта. Это и есть высшая форма рационализма. Использовать лучшее из двух миров. Для инженера сегодня Python – это способ не утонуть в рутине. Нужно проанализировать гигабайты логов, написать бота для мониторинга сети, собрать данные из облака. На правильных языках вы будете писать это неделю. На Python напишите за обедом. Да, время процессора расходуется нещадно, но в 21 веке время инженера стоит в 1000 раз дороже, чем циклы сервера. Тратить неделю жизни на экономию мегабайта памяти – это не инженерия, это расточительство. Python – это ваш входной билет в технологии завтрашнего дня. Это мозг, который позволяет не отвлекаться на механику и сразу строить продукты. Уважайте старую школу за ее надежность, но работайте инструментами, которые делают вас эффективными. С вами был ID90. Рациональный взгляд на технологии. Подписывайтесь, чтобы видеть суть вещей.